что с тобой произойдет после 100 дней полного воздержания, насколько ты изменишься и какими качествами будешь обладать. Вначале я хочу поблагодарить подписчика, который написал комментарий и подал идею для темы видео. Сейчас я расскажу обо всех этапах воздержания в данном периоде и через что необходимо будет пройти, чтобы достичь желаемого результата. А также ты узнаешь, какие трудности, соблазны и уловки мозга тебя будут поджидать, чтобы спровоцировать и прервать твое воздержание. Я всех приветствую. Вы на канале «Путь к себе». Итак, я разделил период в 100 дней воздержания на 10 этапов. Ты можешь ориентироваться на эти этапы, чтобы достичь желаемого и пройти рубеж в 100 дней. Проходя один этап, ты уже будешь знать, что тебя ожидает в следующем этапе и так далее, пока цель не будет достигнута. Достигая промежуточных целей на каждом из этапов, ты сможешь в результате достичь и глобальную цель пути в 100 дней воздержания. Большая победа состоит из маленьких побед. Только давайте сразу я объясню, что не стоит ставить воздержание как за цель и считать дни ради цели. То есть дни считать можно, только воздержание – это всего лишь твой путь, на котором ты должен продержаться, чтобы достичь другие цели. У тебя должна быть другая глобальная цель. Например, достичь спортивных результатов или карьерного роста в этом периоде. А период в 100 дней воздержания – это как направление пути, с которого ты не должен сойти. Итак, начнем. Первый этап – 0-3 дня. Первоначальное базовое восстановление. Это начальный этап воздержания, на котором организм только начинает приходить в себя после стресса, то есть после срыва. Тогда какой это стресс, можете вы подумать? Да, потеря семени – это стресс для организма, хотя он закрепляет этот стресс как положительный. Это стресс по всем направлениям, и физически, и психологически. Так что в этом периоде очень важно повторно не сорваться и не допустить запойных срывов, так как организм только недавно почувствовал, что было хорошо, и снова захочет испытать эти чувства. Так как в этом периоде наблюдается отсутствие интереса к чему-либо и самое выраженное состояние бессилия, то стоит дать себе отдохнуть, хорошо питаться и высыпаться, особенно если срыв произошел ночью и ты нарушил свой сон. Если чувствуешь слабость, то занятия физическими нагрузками, например, спортом, можно отложить на несколько дней или давать организму только легкую нагрузку. Мозг хорошо помнит, как произошел срыв, так что продержись и не дай себе шанса повторно сорваться. Двигайся дальше и переходи ко второму этапу. Второй этап – 4-7 дней. Начальное формирование развития силы воли. Именно на этом этапе начинает формироваться сила воли и привычка бороться со своими желаниями. Но так как эта сила еще слабо развита, то многие мужчины не выдерживают этот этап и срываются. Чтобы почувствовать контроль над своими желаниями, необходимо пройти хотя бы 20 и более дней. Это касается не только практики воздержания, а сопоставимо, например, когда ты отказываешься от сахара, алкоголя или хочешь приучить себя рано вставать. То есть 3 недели – это тот минимум, за который у организма уже закрепляется новая привычка. Также начинает меняться восприятие девушек и их привлекательность. Все девушки будут казаться намного красивее, чем были раньше, а в каждой из них ты будешь видеть притягательные черты и образы лица. Мозг будет подталкивать и говорить тебе «иди и возьми ее», причем неважно, где увидеть девушку – в телевизоре, в телефоне или в реальности. Будь внимателен, это уловки мозга. Совсем скоро восприятие восстановится, и ты снова будешь различать, какая девушка красивая, а какая нет, и естественно, что по своим критериям. Избегай всяких возбуждающих триггеров, не срывайся и двигайся дальше. Третий этап – 8-11 дней. Прибавление энергии. На этом этапе уже полностью проходит состояние бессилия, и ты уже начинаешь ощущать прибавление энергии и прилив новых сил. Ты будешь замечать в себе прибавление новой энергии,
Это такое будет ощущение того, что можешь сделать больше в течение дня, чем раньше. И самое главное, что появляется желание это делать. Желание и интерес что-то делать. Это показатель восстановления дофаминовых рецепторов, хотя на этом этапе еще и начальное. Если получаешь удовольствие от любых дел и после их удачного завершения, то это верный показатель правильного воздержания. Также уже на этом этапе наблюдается улучшение сна, зрения, силовых показателей и выносливости, хотя и начальные. Дальше такие показатели, как сила и выносливость, будут постепенно расти и прибавляться. Также на этом этапе ощущается божественная благодать, а это значит, что энергия поднимается выше и сила духа растет. Двигайся дальше и переходи к четвертому этапу. Четвертый этап – 12-15 дней. Огромное желание срыва. Это считается одним из самых сложных этапов воздержания, потому что именно в этот период вероятность срыва очень высока. Это я беру во внимание исключительно свой опыт. Я часто спотыкался об этот барьер, не мог пройти дальше и срывался в этом периоде. Почему-то срок в 2 недели для меня был самым сложным, чтобы его преодолеть. И когда казалось, что уже и энергия возобновилась, и желание что-то делать есть, а тут неожиданно приходят соблазны, сильно накрывает ломки на срыв, 1, 2, 3 день подряд, и ты уже не можешь удержать в себе этот огонь и срываешься. Мысли сексуального характера начинают сильно навязчиво лезть в голову и провоцируют на срыв. Повсюду, куда ни посмотри или что не услышишь, так и всплывают сексуальные образы из твоего накопленного опыта за годы зависимости от похоти. Мозг подает сигналы к срыву и как бы говорит тебе: «Ну сделай это, там же было так хорошо». И в этот момент уже ничего не волнует, кроме одной навязчивой мысли. Не ведись на это. Это ложная провокация, это дофаминовая ловушка. И если не сможешь проявить силу воли и сорвешься, то снова придется начинать все сначала. А если сдашься и продолжишь мастурбировать на постоянной основе, то так и не узнаешь, кто ты есть на самом деле, какие у тебя возможности в организме и сколько ты можешь достичь в этой жизни. Поверь, что оно того стоит, чтобы перетерпеть и пройти этот этап. Не сдавайся, двигайся дальше и переходи уже к 5-му этапу. 5-й этап – 16-21 день. Агрессия и раздражительность. На этом этапе все вокруг будет казаться как на иголках и сильно раздражать. Ты будешь вспыльчивым и загораться как спичка от любых слов в твой адрес, особенно провокаций. Почему так происходит? Дело в том, что организм уже не получает тот кайф, к которому он привык уже за годы занятия онанизмом. И это одно. Другое. В организме прибавляется новая энергия. Начинает накапливаться семя, и организм уже меньше затрачивает энергию на его производство. А из-за этого в общем энергии становится значительно больше, чем было тогда, когда ты постоянно сливал. И организм начинает постепенно привыкать к своему новому состоянию и будет искать пути выхода энергии в виде агрессии и раздражительности. Не волнуйся, это состояние проходит быстро и уже в следующем этапе возникать не должно, а твое состояние в общем нормализируется. Не забывай, что лучше свою агрессию перенаправить в спорт, на развитие своего физического тела и там эту негативную энергию отработать и сбросить. Кстати, восприятие девушек становится нормальным. На этом этапе я тоже неоднократно спотыкался и срывался, хотя и меньше, чем на предыдущем этапе. Не теряй бдительность, продолжай движение дальше и переходи к 6-му этапу. 6-й этап – 22-30 дней. Состояние наполнения и напряжения. Возможно, депрессия. На этом этапе уже отступает агрессия и раздражительность и заменяется чувством наполнения и напряжения. Возможно, ощущение легкого покалывания в области низа живота, но это состояние проходит и организм адаптируется. Это означает, что семя начинает накапливаться до своей предельной нормы. Состояние в этом этапе также нормализируется уже к 1-му месяцу воздержания. И дальше никакого покалывания или напряжения в животе уже не наблюдается. Также возможно, что будет и депрессивное состояние. Вот до этого этапа
Может быть так, что все хотелось сделать, все вокруг интересовало, а потом резко пропадает желание к любым делам, и ничего уже не интересует. Все кажется серым, тусклым и теряет всякий смысл. Депрессия – это верный показатель правильного воздержания. Это состояние тоже проходит, и дальше значительных перепадов настроения уже быть не должно. Запомни, что фонтаны не могут вечно бить вверх. Также и организм не может постоянно находиться на пике своей энергии и генерации новых идей. Пройдет одно состояние, затем появится другое. Организму свойственна периодизация. И видите, для того, чтобы пройти первый месяц воздержания, необходимо пройти 6 важных этапов. Ну а уже после первого месяца будет легче воздерживаться, но там уже есть свои нюансы. Недаром говорят, что первый месяц самый сложный. Если ты преодолел первый месяц воздержания, то тебя можно поздравить. Продолжай дальше и переходи к следующему 7-му этапу. 7-й этап. 31-60 дней. Коварность похоти меняется. И хотя второй месяц воздержания значительно уже легче первого, но здесь также не следует терять бдительность, потому что это не означает, что на этом этапе вероятность срыва сводится к нулю. Как только ты можешь подумать, что будешь воздерживаться сколь угодно долго, никогда уже не будешь срываться и победил похоть, то она накроет тебя с новой силой и устроит новую проверку твоей силы воли. На втором месяце воздержания мысли, провоцирующие на срыв, не так навязчиво лезут в голову, как, например, это было на 4-м этапе, но коварность похоти не проходит, а действует немного иначе. Если раньше мысли сексуального характера постоянно не давали покоя, то потом уже реже появляются, но могут охватывать с большей силой. Потому надо быть внимательным, чтобы не сорваться. Также ты можешь подумать, например, на 40-й день, что ну ладно, сейчас сорвусь и пройду этот путь заново. И так ничего не потеряю. Это снова уловки мозга и самообман. Ты уже, наверное, забыл, через что прошел на протяжении первого месяца. А потом снова проходить первый месяц окажется намного сложнее. И будет трудно преодолеть барьер 2 недели или как там у кого выходит. Получается, что первый месяц – это твой фундамент, так что не разрушай его, чтобы построить свой дом мечты. И переходи уже к 8-му этапу. 8-й этап – 61-80 дней. Полное восстановление семени и гормональной системы. Да, полное восстановление семени происходит именно в период между 60 и 80 дней полного воздержания. Но у всех бывает, конечно, по-разному. И здесь надо учитывать, какой стаж онанизма был позади. Или может мужчина уже воздерживается и проходит повторный срок. Получается, что чем меньше было потери семени, тем быстрее и будет в общем восстановление. Также полностью восстанавливается и гормональная система. Это приятное дополнение к твоему здоровью. Настроение становится нейтральным, исчезают перепады настроения. Мужчина становится спокойным, уверенным, стойким и способным решать любые поставленные трудности. Также ты можешь уже думать о том, а зачем я сидел за просмотром порно и занимался онанизмом, и смотреть на себя как бы со стороны. Так как срыв был уже более чем 2 месяца назад, то организм постепенно забывает те моменты срыва, и ты уже не понимаешь, а зачем это делать? Ведь и без этого можно прожить и еще в десятки раз лучше. А это очень правильные мысли, результат твоих стараний и правильное воздержание. И еще 2 этапа осталось до 100 дней. 9-й этап – 81-90 дней. Зерно сомнения. Воздержание уже ничего не дает. Итак, ты подходишь к отметке в 3 месяца воздержания или уже достиг ее. Уже вроде бы ничего не происходит и никаких дополнительных эффектов воздержания не получаешь. Значит, воздержание уже не работает? И не стоит дальше воздерживаться? Конечно, стоит. И это очередные уловки мозга, чтобы проверить твою силу воли. Непоколебимость уже на психологическом уровне, посеять в тебе зерно сомнения. Но если захочется сорвать воздержание, то оглянись назад и вспомни, сколько пути ты уже преодолел. Ты хочешь это потерять в единую минуту удовольствия?
Ведь потом все заново придется проходить, и все трудности вновь придется преодолевать. Мне лично от этого становится страшно. Я уже не хочу терять такой срок, тем более был уже опыт срыва на 78-м дне воздержания. И он остался как якорь. Окажется, что ничего воздержания не дает потому, что твой организм уже адаптировался к воздержанию. Но стоит только один раз сорваться, и ты сразу почувствуешь все то, что накопил, и в единую минуту потерял. Так что будь внимателен. Еще остался один этап, и у тебя будет 100 дней позади без срывов. 10-й этап. 91-100 дней. И ты уже другой человек. Совсем скоро ты придешь к желаемому результату. На таком сроке воздержания ты еще никогда не был. Тебя распирает гордость за каждый прожитый день, за те сложности, что ты уже смог преодолеть и пройти свой путь. На таком сроке я в себе стал ощущать дополнительные силы и выносливость. Тренировки стали проходить значительно легче, а организм быстро после них восстанавливается. Ты себя не заставляешь, например, бежать, потому что надо, а тебя просто прет, и ты не можешь набегаться. Домой приходишь уставшим, но в то же время и бодрым, и можешь заниматься еще и другими делами. Конечно, тренировки – это не соревнования, и тренировки бывают разными, но все равно они уже даются не настолько трудно, как было раньше. У тебя появляется устойчивость, ты готов к преодолению любых трудностей и уверенно двигаешься по жизни. Спокойно решаешь любые ситуации. У тебя уже достаточно развита сила воли, чтобы противостоять соблазнам и не срываться. И хотя похоть полностью не уходит, но ты уже знаешь ее коварность и не играешь с ней ни в какие игры. В общем, ты изменился и пришел к желаемому результату. Теперь ты уже другой человек и все ближе пришел к себе. Это лучшая версия тебя. Собственно, таким должен быть каждый из нас мужчины. Итак, ты смог пройти 100 дней воздержания. И с чем тебя можно поздравить? Стоит дальше продолжать или нет, только тебе решать. Я, конечно, советую продолжать. Продолжай делать все то, что делало тебя лучшим. Делай все практики и двигайся дальше. Помни, что воздержание только ради воздержания приведет к очередному срыву. Воздержание – это твой инструмент, так что не только воздерживайся, а и действуй, достигая при этом задуманные цели, реализуя мечты. Друзья, я очень постарался подробно описать все этапы воздержания от 0 и до 100 дней, и через которые сам уже прошел. Если для тебя это видео было полезным, то поставь лайк и не забудь подписаться. А кто может поддержать развитие канала материально, то всегда пожалуйста, ссылки будут в описании. Таким образом я смогу понять, стоит дальше развивать канал или эта тема уже не интересна и себя полностью исчерпала. В следующем видео я затрону тему срыва воздержания, которая остается еще актуальной и для меня тоже. Спасибо за внимание.